Я рад приветствовать вас на канале Надстроит. И в сегодняшнем выпуске я начинаю строить баню. У кого есть предположение, пишите в комментариях, кому. Баня размерами 2,5 на 4 метра. Для этого приобрел материал. Материал, конечно, естественной влажности, не сухую строганную доску. Вариант бюджетный. Баньки, я думаю, некоторые подсказки вы уже получили. И начинаете понимать, кому же будет банька. Вот, соответственно, в бане будет у нас, естественно, печь, полки, отделка красивая. Посмотрю, если получится найти хорошую отделку незадорого, сделаем не просто вагонку, а какую-нибудь необрезную доску, возможно, ольху. В общем, это будет дальше. Сегодня моя задача собрать основание и, соответственно, показать вам, как и что делается. Для этого нужно много попилить, много гвоздей забить, саморезов закрутить, где потребуется. В общем, друзья, приятного вам просмотра. Вот здесь у меня материал сложен. Вот можно его увидеть. Вот так вот он стопочкой аккуратненько сложен. 50 на 100 доска и 25 на 100. Также вот пирплиты. Их покажу, вернее, покажу, как монтировать, естественно, позже. В сегодняшнем выпуске только основания. В следующем будут стены, крыша, уже полностью собрать каркас. Кому интересен проект, переходите ко мне в телеграм-канал. Ссылочка в описании. Вот, там я подробно все рассказываю тоже. Вот, захотите приобрести проект, переходите, подписывайтесь. Вот, там спокойно его выложу и сможете также построить по этому проекту. Друзья, для начала нам нужно напилить 4 доски. 2 доски у меня получается 3 метра 93 сантиметра. 2 доски 2 метра 25 сантиметров. Не будешь делать? Чего? Ведь там, по-моему, 2 раза отмерил. Вот, дальше сколотить периметр.
Вот, выставлять по уровню его не буду пока на данный момент, потому что данное основание будет еще крутиться не раз. Вот, смонтировать лаги. Лаги в количестве 6 штук у меня также размерами 2 метра 25 сантиметров. Вот, и между ними проставочки. Проставочек зависит еще, какая длина проставок, зависит, какой материал вы будете монтировать. Можно сделать просто проливные полы и, соответственно, сделать через 600, заложить какой-нибудь экструдированный пенополистирол, вот, сделать там лоточек, и все будет прекрасно. Но я иду немножко другим путем. На полу у меня будет плитка, соответственно, будет трап. И я буду использовать листовой материал, какой увидите уже чуть позже. Вот, моя задача сейчас собрать основание с лагами. Листовой материал у меня шириной будет 570 мм, соответственно, лаги у меня получаются смещены не 600 мм, а уже. Вот. Если будете монтировать листовой материал шире, соответственно, лаги нужно будет подбирать под эту ширину. Вот, после того, как собрали периметр, монтируем лаги. Вот, лаги, одну сторону я разметил по рулеточке, вот вторую уже по шаблону. 56, 61. Вот здесь тоже есть нюансы. Если отмечаете по шаблону, первая лага у вас должна быть так же, как с другой стороны. Главное, в размерах не ошибиться. Хотел это сказать. Вот, пробиваем лаги, вставляем проставки с двух сторон. У меня в данном случае получилось первые проставки, это 510 мм, последующие по 560 мм. Вот, также у данной бани будет небольшое крылечко. Вот, ну, такая ступенька в пределах 20 сантиметров. Вот, и, соответственно, будет уже вход. Также будет внутри небольшая перегородка под раздевалку, чтобы можно было повесить одежду. Топка тоже будет с раздевалки. Друзья, помогает мне папа, как вы можете видеть в кадре. Он сейчас, я хотел отснять, он говорит, меня не надо, стесняется. Вот, в общем, папа мне помогает, это не может не радовать. Вот, в ближайшее время он, к сожалению, уже поедет домой. Вот, побывал, погостил, понянчился с внуком.
В общем, такие дела. Ну что, друзья, вот такой готовый результат у нас получился. Так, у нас расстояние 3 метра 93 сантиметра. В чистоте уже потом будет по наружке 4 метра. Так, у нас на данный момент сейчас 2 метра 35 сантиметров. Привязываемся к транспортному габариту. Можно было спокойно сделать 3 на 4, и было бы просторнее и так далее. Но в данной парилке, в данной бане парилочка будет не маленькая. Там же можно будет и помыться. Будет и вентиляция, и окно для проветривания залпового. Вот. На что бы еще хотел обратить внимание, как и говорил, собрал периметр 4 доски, потом дальше установили мы лаги, по этой стороне размечал по рулетке, эту сторону мы прошли по шаблону. Вот. Лаги у меня через 560, в следующих выпусках объясню почему. Вот. И вот здесь у меня уступок в размере 21 сантиметр. Ну, ножка помещается, и заходим в помещение. Как-то так. По поводу пирплит сказал уже. Вот наверху лежит утеплитель. Утеплитель Технониколь. Вы меня многие спрашиваете, чем утеплить. Вот, пожалуйста, я пользуюсь данным утеплителем. Вот, можно видеть, у меня весь второй этаж на площадке забит данным утеплителем. В общем, я работаю, и все хорошо. Что, друзья, основание собрано. Буквально недолго. На это время, тем более, когда не один, вообще дела движутся очень быстро. Вот сейчас у нас есть другие планы, мы поедем заниматься ими. Также привезена печка. Вот, печку обязательно тоже увидите. Я ее буду здесь на площадке обжигать, потому что она чугунная, отличная. И, соответственно, все нюансы, которые есть, я обязательно расскажу, чтобы не было никаких нюансов. На этом я с вами буду прощаться. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, крепких и теплых домов, не болеть, не ловить всяческих вирусов. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. До встречи в новых выпусках, друзья. Пока-пока.